Дорогие друзья, сейчас ночи Гекаты, ночи черной луны или кровавой луны. Через некоторое время луна может стать огненно-кровавой. Эти дни посвящены богине Гекате. Культ Гекаты до того, как дойти до Греции, был известен на Кавказе. Если помните, Ясон и аргонавты, которые забрали колдунью Медею из Колхиды и прочее, прочее. Так вот, Колхида – это древняя Грузия. Только на Кавказе ее называют «черная госпожа». Мой дед рассказывал, что в юности они видели женщину с 3 головами, которая шла с огромной свитой собак. И на тех перекрестках, по которым она проходила, потом не росла трава. Обращение к Великой Матери Черной Луны было испокон веков. Есть очень много ритуалов, именно кавказских ритуалов, обращений к ней за деторождением, для того, чтобы женщина разрешилась плодом легко и безопасно, чтобы она охраняла дом, поскольку ее изображение или ее символы крепили к дверям, и так как она матерь всех ночных кошмаров, мертвецов, неупокоенных душ и прочее, это ее свита, то те, которые видели на дверях ее знак их госпожи, не приближались к этим дверям. Мать Америка, она сама сделана из статуи Гекаты. Это взаимствовано у Гекаты. Вот это шипастая корона, факел в руках. Наверное, поэтому это государство стало, как бы сказать, покровительницей всех кошмаров и ужасов и посеяло этот кошмар и ужас в мире. То, что сейчас многие узнают, и для них новость, для нас это было обычным делом и частью нашей культуры, нашей жизни. То же самое имя Лилит, которое сейчас многие с гордостью прикрепляют к своему аватару, у армян самое распространенное имя. То же имя Эка или Хекке у грузин означает «посвященное Гекате». Поэтому культ Гекаты испокон веков у нас был известен и, наверное, один из самых почитаемых. Неудивительно, что генетически мне это перешло, и неудивительно, что я многих научила, как обращаться с ней и к ней, как попросить ее, как ее прославить. Многие подумали, что достаточно купить статую Гекаты, и уже покровительство богини им обеспечено. Боюсь их разочаровать, это далеко не так. Вообще недостаточно иметь дома статуи богов. Статуи богов еще нужно обеспечивать энергией, потому что не статуи с вами взаимодействуют, а силы. Силы через эти статуи. Сила того божества, которое придет к вам через эту статую, не получив нужной энергии, нужного поклонения, нужного внимания, начнет вас наказывать. Поэтому учтите, что держать дома статуи Гекаты, других божеств темной стороны очень опасно для простого человека. Их постоянно нужно обеспечивать энергией. Постоянно нужно зажигать возле них благовоние. Постоянно нужно ставить спиртное, поскольку я уже говорила, что силы питаются не физической пищей, как мы, а молекулами пищи, то есть запахом, ароматом, именно тем, что исходит от пищи. Потом обесточенные продукты можно выкидывать. Если Геката решит, что вы не тот человек, если вы ей не понравитесь,
она вас вполне может довести до сумасшествия. А если в тот момент вы находитесь еще и под атаками извне, то она поможет тем, кто атакует вас, для того, чтобы вас добить быстрее. Поэтому учтите, дорогие друзья, просто покупать статуи и ставить у себя не означает пользоваться покровительством богов. Для того, чтобы пользоваться покровительством богов, нужно много поколений просто служить культу. Не обязательно культу богов, а именно быть из рода ведьм, из рода колдунов и иметь ту энергию, которая уже схожа с их энергией, а значит, они вас не сожрут. Сейчас я хочу подарить практикам еще один бесценный ритуал поклонения – благодарность Гекате. Если вы хотите, чтобы боги вам помогали, если вы хотите подключиться к источнику их силы, их помощи, их благословения, мудрости, знаний и прочее, если вы хотите, чтобы у вас всегда были почет, уважение людей, деньги, новые идеи, молодость, вольготная жизнь и прочее, вы должны все время благодарить богов. Не только просить у них, но еще и говорить им спасибо за то, что они вам дали. Потому что боги любят благодарных. Боги любят благородных, щедрых людей, и они им покровительствуют и помогают всю жизнь. А еще помогают и покровительствуют их поколению, их детям. Итак, я произнесу ее имя на латинском «Хекате», как на самом деле должно звучать. Но слово «Аве», я думаю, вы знаете. Слава. Тривия – трехликая богиня. Каждый раз, когда наступают дни Гекаты, да и просто если вы хотите ее прославить, вы можете использовать вот этот ритуал. Можете зажигать свечи, можете подготовить алтарь, можете ничего не делать, просто открыть окно и прочитать ей. «О Матерь Черной Луны, ведьма среди богинь и богиня всех ведьм, Матерь колдовства и источник нашей силы, страшноликая могущественная повелительница, сегодня я возношу Тебе хвалу. Сегодня я славлю Тебя и говорю Тебе: Аве, Аве, Аве Геката Тривия. Правь вечно на своем черном троне. Пусть люди в домах, мертвые в преисподней, волки в лесах, звери в логове своем скажут: Аве, Аве, Аве Геката Тривия. Ведьма среди богинь и богиня всех ведьм. Я сегодня соединяю все голоса воедино. Да не иссякнет дар Твой мудрости для смертных. Я одна из Твоей свиты. Целуя подол Твоего платья, кричу на всех перекрестках: Аве, Аве, Аве Геката Тривия. Славься в веках, богиня трехликая, Геката Матерь. Славьте богов, благодарите их, и они всегда будут с вами. Они будут сметать ваших врагов, они будут возвышать вас, они будут позорить тех, кто хочет вашего падения. Они всегда будут вас питать силой, энергией, они будут раздаривать вам деньги, имущество, все, что вы хотите. Но взамен они требуют верности. Только верности и больше ничего. Потому что верность – это самая сильная черта человека. Человек, не способный на верность, ничего в этой жизни не получает. Ничего. Его итог всегда будет крах. Всем удачи!